Мы подошли к написанию облаков, и теперь вам важно помнить одну важную схему. То, что облака в верхней части, в теневых местах теплые, в средних нейтральные, в нижних холодные. Как проще всего написать небо, чтобы получить точные цвета? Начать лучше с верхней, с более темной части облаков. Снова заработают не синие, а коричневатые краски, тепло-коричневые, нейтрально-коричневые. То есть я употребляю и умбру жженую, чуть-чуть домешиваю с холодным коричневым цветом. То есть важно получить цвет, который будет тянуть чуть-чуть в теплоту. И мы раскрываем теневую часть облака, ориентируясь на то, что она заполнит большую часть нижней поверхности верхнего облака, уходящего за границу нашего изображаемого пространства. То есть мы даем тень более теплую, то есть она не должна быть рыжей, коричневой, но теплота в этой тени должна появиться. И прежде чем писать среднюю часть облаков, я проложу нижние тени и просто смешаю их друг с другом. Нижние тени должны быть холодные. Здесь все замесы могут пойти синих с красными, то есть чтобы получить фиолетоватые оттенки, то есть не надо бояться холода. В любое состояние вы можете увидеть даже в полуденное жаркое состояние, вы всегда увидите то, что облака в теневых частях холоднеют очень сильно вниз. Контролируем степень тональности, то есть нижние облачка должны быть чуть-чуть светлее в тенях, чем верхние. То есть размешивая холодный оттенок, вы кладете холодные облака внизу, прокрывая их теневые части. То есть вы решаете тени нижних облаков, стараясь не закрывать те места, где у вас пойдут световые части облаков. То есть мы бережем эти поверхности. У нас образовались два замеса. Достаточно просто взять, смешать их друг с другом в нужных пропорциях, чтобы получить средний тон под теневые части облаков, которые у нас будут в середине. И мы абсолютно легко прокрываем нужным нам цветом и тоном теневые части неба в средней части всей этой поверхности. То есть мы решили себе растяжку и по задней поверхности неба по голубой, и по теневым частям облаков. То есть получается растяжка, она есть у нас всегда. Теперь мы начинаем работать с световыми частями облаков. И свет на облаках снова идет похожим по своим цветовым сочетаниям на само небо. Свет сверху будет холоднее, в середине нейтральный, внизу он будет теплый. То, чтобы получить верхнюю часть, холодную часть наших облаков, мы берем за основу черную краску, как пассивно-синий. Заметьте, я очень редко употребляю синие краски в замесе. Я предпочту всегда употребить черный или холодно-коричневый. И верхние части облаков я раскладываю как более холодную зону. То есть облака сразу же выстраивают и свой объем, и светящаяся внизу имприматура не мешает, а наоборот помогает нам, чтобы ваши облака не были на белом холсте приклеенными. Точно так же мы сначала решим нижнюю часть светлых облаков, а потом смешаем их со светом из верхней позиции.
нижние облака будут тянуться в розовато-оранжеватую сторону, то есть, соответственно, охра, оранжевый, красный. Охра как пассивно-желтый цвет у нас легко с красными дает оранжеватые оттенки. И нижние части в небе в облаках появляются с теплыми оттеночками тона. И опять начинает работать та самая имприматура, подкладка, которую мы и рассчитывали для того, чтобы ее не убирать. То есть любые подкладочные тона, когда мы их кладем, в том числе и гризаль, они не должны мешать, они должны помогать ускорить вам работу и сделать ее намного быстрее. И смешивая с верхней холодной частью облаков, мы получаем нейтральные цвета для середины нашего облака, для середины нашего неба. Почти не уничтожая подкладочный тон, а используя его нам во благо. Тем самым мы раскрываем небо и, смягчая контраст уходящих облаков вдаль, мы тем самым выстраиваем еще и перспективный уход. То есть у нас облака и меняются по форме, и меняются по своей ширине, и смягчаются по тону. Потом мы будем развивать их по деталям. Сейчас мы уйдем в нижнюю часть с написанием нашей поверхности Земли. Опять же я меняю кисть, то есть я беру другую кисть, которая не будет смешана с цветом неба, чтобы цвет и оттенки неба не попадали в цвет Земли. Ощущение нашей травы уже другое, чем в предыдущем этюде. Это более осенний, более такой сложный осенний тон, зеленовато-оранжеватый, поэтому можем вполне себе мешать и оранжевый с зеленым, оранжевый охра с зеленым. Охра у меня очень часто заходит в любые замесы. Как говорила одна из моих учениц, сказала очень хорошую фразу: «Не знаешь, чего добавить, добавь охры». Прекрасная фраза. Я считаю, для многих живописцев она может являться действенной, потому что оттенки охристые часто присутствуют и в небе, и в земле. Вот. И поймав вот это тональное цветовое сочетание, мы можем раскрывать себе низ в больше вертикальном направлении, смешивая в разных сочетаниях желтые, оранжевые цвета. Имприматура не предполагает просвечивающего холста, то есть она более, то есть работа по имприматуре более пастозной, более фактурно закрывает поверхность самой плоскости холста, поэтому я чаще всего использую ее под этюды, под какие-то быстрые наброски такие. Тут надо абсолютно понимать, что свечения здесь не бывает, но и зато и намного быстрее решается какая-то поверхность. Да? То есть я использую исключительно под этюдные, быстрые, совсем небольшие такие вот этюды, наброски на шлепочке. Уходя вдаль, травка холоднеет, немножечко добавляем зеленого, можно даже синего. И подойдя сейчас к дереву, мы поговорим о смешении уже не противоположных оттенков, а родственных. Дневное состояние, тени от рефлексов неба получают тоже холодный оттенок, поэтому
в определенных местах я проставлю себе холодные тени, смешивая синий с красным. Красных у меня два. Иногда хорошо в замес идет холодно-красный, это краплак. Сейчас мне не нужен такой яркий оттенок фиолетово-синий. Это скорее для вечернего состояния. Я возьму себе кадмий красный, он более пассивный цвет. Еще более пассивным красным цветом является охра красная, она дает еще более мягко пассивные сочетания. Чтобы замешать цвет зелени, дневной, вечерний, закатный по цвету, а не в контражуре, мы должны понимать, что у нас есть смешение не только противоположных оттенков зеленых, но и цветов первичных, это синих и желтых. 3 желтых цвета у меня лежит на работе. Смешивая ультрамарин с разными оттенками этих желтых, мы получаем абсолютно 3 разных зеленых цвета, которые нам можно употреблять в написании этого дерева. С цветом, который у меня лежит посередине, с кадмием желтым средним, мой ультрамарин дает наиболее точные отношения для силуэта липы, стоящей посередине. Обязательно надо контролировать количество синего цвета, потому что, добавляя синий, у вас пятно холоднится. Добавляя больше желтого, оно теплится. Но мы договорились о том, что днем цвет деревьев более холодный, поэтому мы добавляем больше синего оттенка в замес, чтобы получить себе цвет более сложный, более холодный. И дальний план максимально становится холодным и очень светлым. Жаркий день. У нас отношения диктует в том числе и горячий воздух, уходящий из-под земли. И поэтому дальний план становится максимально холодным и более прозрачным, чем вечернее состояние, когда у нас температура падает и оттенки дальнего плана становятся более контрастным, более темным тоном. Осталось раскрыть пятно дорожки и пойти в добавление теней и в пропись. Дневное состояние. Дорожка становится, в отличие от контражура, более теплая, то есть появляются в ней более теплые оттенки, более охристые оттенки. Она цепляет в том числе на себя цвет неба, поэтому замесами коричневых и охр я раскрою пятно всей этой дорожки. Ее можно чуть-чуть сделать поуже. Вот. И потом поговорим как раз о вот этом зеленом окружении дороги, когда мы будем добавлять ее детализация. И постепенно, уходя вдаль, она исчезает вот в этой поверхности нашей травы. Как на самом деле часто можно использовать вот это прикосновение пальцами? Можно ли вообще все пальцами затереть на этом легко этапе? вообще. То есть можно вообще не использовать кисточку, то есть нанести Вот прям так, пальцами. да, вот как Логинов делает, он прям берет мастер-класс, я смотрю, он прям пальцами вот так, очень часто. Просто палец, он же имеет вот это вот ребристость, он чуть-чуть снимает краску, да, то есть, ну, то есть вот есть вот такие вот кисточки, но они вот хороши там, ну, не знаю, небо чуть-чуть вот смягчить, вот загладить, как бы взять и вот так вот немножечко смахнуть, но они вот не, они действуют глобально, да, можно там кисть чуть смягчить, но пальцы, он вот, видите, что он иногда убирает на полтона мазок, то есть можно взять, проложить, и он вроде остается, да, мазок, но он на полтона уходит, что он раз и лишнее. То есть не надо бояться пальцем. Вообще не надо.
бояться. В портрете очень удобно. В портрете Да, там, да. это и в пейзаже то же самое. В пейзаже очень часто пользуюсь как бы пальцами, очень часто как бы просто берешь и вот где-то немножко там им пишешь, смягчаешь, это все Спасибо. легко уходит. Спасибо.